Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Ольга Валерьевна. Но пока я рассказывать буду, что у него происходит в жизни, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Ну а мы переходим к влогам канала Ольга Валерьевна. Очень рада Ольга Валерьевна тому, что она везде, по ее собственному утверждению. Знаете, мне напомнило это сразу сцену из мультика. Момент из мультика «Каникулы в Простоквашино». Помните? Вашу маму везде показывают. И в телевизоре, и здесь на лыжах, да? До чего дошел прогресс. Так вот, Ольга Валерьевна тоже везде. Она и в Дзене, и в ВК, и в Ютубе. В общем, все соцсети собой она заполонила. Не только соцсети, но и видеохостинги. Говорит о том, что Светка из Нижнего Новгорода. Представляете, какое такое вот, никакое отношение к своему донатеру, как выразилась бы Ольга Валерьевна. Почему не сказать Света, Светлана, я не знаю как-то, нет. Светка из Нижнего Новгорода прислала ей духи. Очень рада Ольга Валерьевна. Говорит, возможно, уже открывали там вот, откуда она забрала эту посылочку. С одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, как-то вот странно. Открыла Ольга Валерьевна якобы впервые, да, якобы на камеру открывает, но тут же достает и говорит, это я там спросила девочек с какого-то там этажа, что это такое. И вот это вот спросила, мол, девочки помоложе, девочки лучше меня разбираются, что это такое. Думаю, ага, значит, ты уже открывала эту коробку, уже рассматривала ее содержимое, правильно? Правильно. А говоришь, что кто-то там другой, возможно, уже открыл и посмотрел. В общем, судит она людей по себе. Ни больше, ни меньше. Вышла погулять, показала нам пруд один, пруд другой, стадион. И жалуется, что, мол, сейчас нет ни уток, ни ужей в этом самом пруду. Помнит она, когда вот Руслан был маленький, приходили на этот пруд, он там купался, игрался. Мол, сейчас ситуация очень изменилась в худшую сторону. С одной стороны. С другой стороны, сама говорила, что этот пруд собираются чистить, облагораживать и так далее. Так что, я думаю, все вернется, все будет хорошо. И утки будут, и ужи будут, и так далее. И флора, и фауна своя будет, да. И, вы знаете, вышла она, когда погулять, показывает палисадник один, палисадник другой. Говорит, вот здесь сено выращивают на корм скоту, то есть неухоженный участочек, да, палисадничек перед подъездом. А здесь, мол, красиво все обустроено. И вот молодец, и называют имя и фамилию человека. Представляете, персональные данные. Можно это было делать, нельзя это было делать. Как человек на это вообще отреагирует, это ее вообще не волнует. Вот ей захотелось, она и сказала, назвала прямым текстом имя и фамилию. Я называть не буду, но сам факт. Представляете? А может быть, человек не хотел бы, чтобы называли его имя и фамилию. Еще отчество осталось назвать и номер квартиры, где живет этот человек. Потому как чем занимается этот человек, она уже сказала, да. И где работает, сказала. Вот для чего это разглашать? Этого я, конечно же, понять не могу. Вы знаете, вот восхищается она одним палисадником ухоженным, другим палисадником, а свой не особо-то и показывает. Я так думаю, что у нее там тоже солому или сено там, да, сено выращивают. И, конечно же, вряд ли Ольга Валерьевна пойдет и поможет облагородить свой родной палисадник кому-либо. Почему она должна это делать? Она ведь не член какого-то там сообщества, да, товарищества. Поэтому ей можно и не выходить, и не помогать, и не облагораживать. А вот у кого-то где-то там сорняки растут, это, конечно, надо обязательно сказать и обратить на это внимание. Правильно, у кого-то, но не у нее. А у кого-то можно с грязью смешивать. А дальше очень было интересно, когда зашла в магазин и заявила, говорит, так чисто в магазине, что ходить страшно. Вот как-то так. Вот не знаю я, странно как-то. Страшно ходить, когда чисто? Или она боится, что песок с нее будет сыпаться? Или я не понимаю, почему ей страшно? Боится, что следы после нее какие-то останутся. Что такое? Непонятно. На диете, Ольга Валерьевна, думаю, интересно, давно ли ты на диете? Видимо, недавно, потому как иногда забывает о том, что она на диете. Вот. Сладкое она не ест, но сколько стоит сахар, стала смотреть, да. И забегая вперед, могу сказать, что она очень неплохо так колбасу ела. Такая у нее своеобразная диета.
Ну и дальше было еще интереснее, когда вдруг Ольга Валерьевна заявила о том, что она молодая пенсионерка. Да, и вот она ходит и смотрит продукты, где есть скидки по пенсионным картам и так далее. Там целый магазинчик, что ли, или отдел магазина, где вот эти вот самые скидки. Думаю, ну обалдеть можно. И ей написали в комментариях, что, мол, Ольга Валерьевна, вы не пенсионерка, на что она вообще никак не отреагировала. И купила сыр. В комментариях было написано: теперь сделайте себе, приготовьте себе макароны с сыром. Знаете, что она ответила? Мол, кинь деньги на сыр, сделаю через Z, да. Ну, это мелочи. Но кинь деньги на сыр. Прямым текстом говорит, и ей вообще не стыдно, понимаете? Ей не жирно, ей не стыдно. Да. Я не знаю, как такое можно быть. Ну, где-то дальше увидела бумагу для посудочных машин. Думаю, что? Что ты увидела? Думаю, ладно. Перемотала назад. Думаю, дай-ка еще раз я услышу, что говорит Ольга Валерьевна. Да, я не ослышалась. Она так и сказала, здесь продается, мол, бумага для посудочных машин. Оказалось, это упаковка таблеток для посудомоечных машин. Таблетки для посудомойки. Но нет. Таблетки превратились в бумагу, а посудомойки в посудочные машины. И говорит, вот мне надо, мол, раскошелиться однажды. Я думаю, о, у Ольги Валерьевны есть посудомойка? У Ольги Валерьевны есть посудомоечная машина, теперь ей нужны эти самые таблетки, что новенькое, не знаю, впервые слышу. Но оказалось, что Ольга Валерьевна имела в виду порошок стиральный. Посмотрела на цену, говорит, не буду. Ну, правильно, а зачем? Лучше все деньги потратить на еду. Вот правильно. Еда – это смысл ее жизни. Правильно он говорит, еда – это чудо. Ну, а помыть посуду можно и один раз в неделю. Ничего страшного не произойдет. Ну, а когда вообще вся посуда закончится, можно только тогда еще мыть, да? Вот как в общежитии студенческом. Посуду моют не после еды, а перед едой. Да? Вот когда заканчивается вся чистая посуда, начинается мытье посуды грязной. Ой. Ну, а дальше говорит, я иду в одно место. Думаю, ну сколько что можно ходить в одно место, а, Ольга Валерьевна? То в одном влоге говорит, я иду в одно место, то в другом влоге она идет в другое место, да, как-то, да. В странные места ходит Ольга Валерьевна. Очень-очень странные. Ну и дальше показывает молодочный отдел и говорит, вот эта водка такая-то, это всякая-то. То есть в водке она разбирается, да. А вот относительно других каких-то аспектов она задумалась, что лучше, что хуже. Да, вот порошок стиральный, например, там вот эти самые таблетки для посудомойки вызвали кучу вопросов. А водка, она точно знает, это горчит, это нет. Молодец, Ольга Валерьевна. Говорит, яйца не купит, потому как отравилась она яйцами. Да, после Пасхи на яйца больше не ест. Ну да, напоминает мне историю про то, как выпили кучу алкоголя и отравились ириской люди. Вот теперь яйца виноваты. Теперь вот Ольга Валерьевна не ест эти самые яйца. Ну, не знаю. Яйцами ли она отравилась. Ее все знают и смотрят, она звезда местного масштаба. И ей подарили подарок президентик. Да, именно так Ольга Валерьевна и сказала. Из соседних домов какая-то женщина из красных домов, в общем, подарила ей подарок. Долго силилась Ольга Валерьевна вспомнить, как же по-другому назвать подарок. Сначала подарок у нее был президент, потом президентик. В общем, короче говоря, презент это Ольга Валерьевна, ну или презентик. Как-то так. Ну, уже как она сказала, так она и сказала. Так что же было там? Там были духи, лосьон для тела, лосьон после душа. И, в общем, очень рада Ольга Валерьевна подарку, благодарила, да. И говорит, вот, я знаю всю семью этой женщины и так далее, спасибо огромное. Но, зная нрав Ольги Валерьевны, я так думаю, что совсем скоро эта благодарность превратится в черную неблагодарность. И то, что Ольга Валерьевна знает всю семью этой женщины, это скорее минус, чем плюс. Потому как, знаем мы, что потом делает Ольга Валерьевна в соцсетях. Что она говорит, что она пишет, и вообще ужас, да. И про этого человека, и про его семью, и правду, и неправду, в большей степени неправду. Но... Крем для рук.
Говорит Ольга Валерьевна, хотела она себе купить бархатные ручки, но нет, ее отговорили. Сказали, Ольга Валерьевна, вы не покупайте. Я вам уже заказала из журнала, да, Фаберлик. И Ольга Валерьевна такая счастливая, вместо того, чтобы сказать, нет, не надо, я куплю себе эти ручки бархатные, мне, мол, достаточно. Нет. Вот она приняла этот подарок от человека. И, конечно, говорит, рада она, все это замечательно. И оказывается, бархатные ручки уже не такие хорошие, да. Почему? Потому что там слипкивается весь крем. Представляете? А вот Фаберлик ей подходит. И в Роше не так ей подходит, как Фаберлик. Вот. И вообще, вы знаете, ни разу я не слышала о том, чтобы Ольга Валерьевна сама сказала, а я заказала себе в фирме Фаберлик себе какие-нибудь духи. А я заказала себе и в Роше, да? А я заказала себе еще какой-нибудь брендовый товар. Нет. Ольга Валерьевна радуется тому, что ей заказывают, ей присылают. Ну, а ей остается только пойти и забрать. Если это Wildberries или какой-нибудь другой любой пункт доставки откуда-либо. Вот, в принципе, как-то так, да. И ей прислали еще и парик для стрима, та самая Светка из Нижнего Новгорода. И вот Ольга Валерьевна нацепила этот парик, он розово-голубой, сидит в этом парике, ест, говорит, эти волоса, мол, мешают ей есть. Ну правильно, для стрима прислали, чего сидеть в нем есть. И вот это вот выражение «эти волоса» сразу вспомнилась неприличная загадка. Волоса, посередине колбаса. Да? Все мы знаем, что ответ на эту загадку – это кукуруза. Но, опять же, это неправильно. Волосы, а не волоса. Там сказали так, что было в рифму, а здесь Ольга Валерьевна, не знаю, почему так говорит, наверное, потому что не знает, что правильно сказать все-таки волосы. И вот в этом парике, вы знаете, она похожа на престарелую Мальвину. Сама себя, кстати говоря, называет Мальвиной, но Мальвина это девочка была с голубыми волосами, а здесь бабушка практически, да, престарелая Мальвина. И, кстати говоря, если в сказке Мальвина учила жизнь Буратино, Пьеро, да, вот пыталась чему-то научить, ну, в основном, конечно, Буратино, то здесь Ольга Валерьевна учит жизни детей. Да, говорит, вот вы, мол, зря время проводите, непонятно, как мне зарабатывать деньги, надо зарабатывать, да. Вот сейчас вы школьники, я очень много рада, что вы меня смотрите, я вас научу деньги зарабатывать и бесплатно вас прорекламирую. Представляете, какое счастье привалило этим детям? Вот, и дети ее смотрят, и Ольга Валерьевна очень рада. И не знаю я, надо ли, чтобы Ольга Валерьевна рекламировала кого-либо, уж тем более, когда сама предложила ей бесплатно, потому как все мы знаем прекрасно, чем заканчиваются такие подобные рекламы, да? Ничем хорошим это не заканчивается. Но вот Ольга Валерьевна говорит, мол, я вас отрекламирую, этих самых школьников. Говорит, вот вы закончите школу лет в 25. Думаю, ничего себе, в 25 лет школу закончить. Это ж какая школа-то должна быть, а? Не знаю я, кто заканчивает школу в 25 лет и какая это школа. Может быть, это определенная какая-то школа такая, своеобразная школа. В 25 лет обычно уже люди имеют диплом в руках, да, университетский. Но Ольга Валерьевна считает, что в 25 лет только вот школу дети закончат. Ну, что сказать. Слов нет. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала Ольга Валерьевна. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.